в этот момент мы решили написать расширение на PHP, да, то есть написать некий модуль, который будет вот этот парсинг выполнять. Таким образом мы избавимся от регулярных приложений, которые там сложные и длинные. Вот. И, поскольку мы на C++ напишем, то подумайте, что оно будет работать быстрее. Ну и, в принципе, все это оказалось правдой. То есть расширение мы написали, работать оно стало быстрее, насколько быстрее я покажу. Значит, пока мы его писали, встретились нам три основных проблемы. Ну, во-первых, даже еще до проблем, понятно, что для того, чтобы написать расширение, нужно какую-то документацию, да, и какие-то примеры. В принципе, того и другого в интернете хватает, но информации на русском языке нет практически никакой. Вот, а на английском она достаточно рассеянная, то есть нет какого-то там общепринятого мануала на тему того, как писать расширение. И есть ряд вопросов, которые в этих мануалах вообще никак не освещаются. Вот с тех трех проблем, о которых я сейчас скажу, две проблемы как раз связаны с тем, чего в мануалах не было. Ну, первая проблема, значит, она связана с тем, как в недрах PHP представлены ассоциативные массивы. То есть, если кто помнит, вот в слайде, где я показывал, как подаются данные на вход нашему движку, видно, что они подаются в ассоциативных массивах, ну и вообще они там сплошь и рядом в PHP используются. Понятно, что в C++ никаких ассоциативных массивов нет. А вместо этого есть замечательный объект под названием hashtable. Вот, с помощью этих там, определенного набора функций можно с этими хэштейблом работать. То есть по ним можно бегать. Вот здесь для этого набора функций, в Зенде функции достаточно такие громоздкие, здесь неудобно, но фактически они дают возможность бегать по вот этим вот массивам ассоциативным. Понятно, что это требует циклов, да, все это достаточно неудобно. Учитывая, что у нас эти массивы там имели и более этажей, то бегать по них становилось совсем неудобно. Ну и хотелось нам изобрести некий простой способ, как вот от этого бегания по массивам избавиться. Ну, собственно, решили мы это следующим образом. Всю нашу иерархию вот этих ассоциативных массивов мы при начале парсинга разворачиваем в два обычных массива. В одном ключе, в другом значении. То есть, если есть, вот, как там показано на слайде, такой тройной ложный массив, то развернется он в два простых линейных массива. В первом будут ключи, во втором будут значения. Ну и после этого, естественно, бегать по ним уже становится совсем просто. Вот, понятно, что ключи они образуются там сложением компонентов ключа со всех этажей этого массива. Вот, получается некий уникальный идентификатор, по которому, в принципе, любой элемент потом можно найти. И также при этом нужно выполнять поведение типов. То есть мы, работая с PHP, привыкли к тому, что у нас переменные не типизированы. На самом деле, когда мы пишем расширение, то там все очень даже типизировано. То есть есть такое понятие, как звал. Это структура, которая хранит, в принципе, переменную любого типа внутри PHP. Это такая некий контейнер, куда можно поместить строку, можно поместить число, но понятно, что в конечном счете там данные типизированы. То есть в отличие от PHP, плюс у нас язык со строгими типами. Да, и вот при преобразовании вот такой вот пары массивов нам что ключи, что значения приходится приводить к строковому типу. Но, в принципе, нам ничего другого не надо, потому что нам эти строки понадобятся исключительно для слияния с шаблоном. То есть нет нам никакого интереса хранить числа, нам нужны строки. Вот. Значит, вторая проблема более такая, скажем так, менее очевидная. Значит, достаточно просто и понятно делается вызов функции расширения из PHP. То есть мы у себя в C++ там описали некую функцию, которую хотим с PHP вызывать, специальным образом ее объявили, там при помощи макроса XAMPP function это делается, и все, собственно, все работает, мы ее спокойненько вызываем из PHP. А в нашем случае была другая ситуация, когда нужно, наоборот, из расширения вызвать какую-то функцию в PHP. Причем функцию, определенную пользователем, да, которая просто в каком-то скрипте где-то там написана. Значит, делается это гораздо менее очевидным образом, в принципе, в мануалах это описано. Делается при помощи вот такого дикого куска кода. Значит, здесь две ключевых переменные, это function, имя функции, и item name. Это параметр, который передается в эту функцию. Ну и дальше, собственно, мы копипастим кусочек кода из мануала. Все это работает, и работает это до тех пор, пока оно находится внутри функции, которая в свою очередь вызывается из PHP. Как
Как только мы этот кусок кода переносим куда-то еще, ну, скажем, в свою какую-то функцию, которая внутри C++ файла там захотелось определить, тут же все перестает компилироваться. Ну и, соответственно, пришлось разбираться с тем, что здесь написано. Вот, и обращает на себя внимание такие забавные вещи. Вот, например, нигде не определенный параметр function table. Вот так вот просто в мануале написано и все. CG, значит, в скобочках function table. Компилируется, работает, но что такое непонятно, нигде не определяется. Вот. И еще один замечательный макрос, который я даже не возьмусь читать, вот, тоже вообще непонятно, что за макрос, зачем нужен. Как только выносим не функции, объявленные при помощи z-function, у нас компилятор начинает ругаться, как это делать. Ну и, соответственно, мануалы тут уже не помогают, да, нам пришлось лезть в исходный код и смотреть, что же это такое. Оказывается, вот этот макрос z-function, который обрамляет объявление тех методов, которые мы из PHP вызываем, он сам по себе добавляет к объявлению функции несколько параметров. Да? Вот один из них это как раз тот самый function table. Но так можно предположить, что это таблица с именами функций, определенными значит, PHP пользователем. Вот. А за вот этим ужасным макросом скрывается еще одна переменная, которая совсем непонятно зачем нужна. Но факт тот, что как только мы выходим из функции, которая при помощи макроса z-function объявлена, мы вот эти дела теряем. Ну и какой выход? Соответственно, пусть есть некая функция, которая у меня тут названа index.art function, из которой мы хотим обращаться к функциям PHP. Ну, получается, что мы в эту функцию должны передавать вот эти самые параметры function table и tsrm ls. Ну, собственно, вот. Очень красиво выглядит тройной указатель, но как надо, видимо. Вот, значит, зачем это вообще понадобилось? То есть, если вернуться к схеме парсинга, да, сначала парсится шаблон страницы, потом шаблон программного модуля, потом шаблон интерфейса. Причем шаблон у нас управляющий, да, то есть в шаблоне страницы может быть вставлен вызов программного модуля, соответственно, парсер его должен проинициализировать там и вызвать парсинг его шаблона. В шаблон программного модуля, в свою очередь, могут быть вставлены интерфейсы, соответственно, парсер должен загрузить там программный код, который соответствует этому интерфейсу, и слить его с его уже собственным шаблоном. В итоге получается, что вот сам парсинг шаблона мы вынесли расширение, но управление это парсингом, оно все равно происходит в PHP. И в итоге управление вот этим процессом парсинга, оно постоянно переходит между PHP и расширением. Ну вот, собственно, для этого нам и потребовалось реализовывать вот этот вызов функции PHP из расширения. Ну и получается, что так, в простом варианте это будет 6 этажей перехода между PHP и расширением. Но в сложном варианте, там, учитывая каскадируемость этих программных модулей, может быть сколько угодно. Ну и, наконец, третья проблема, которая состоит в том, что есть у нас глобальные переменные, объявленные внутри расширения. Ну и вот, поскольку у нас PHP расширение загружает в память, и раз и навсегда оно там держится, то получается, что у нас при каждом вызове следующем вот эти глобальные переменные сохраняют те значения, которые остались от предыдущего вызова. Тоже вот нигде в мануалке я этого не нашел. Ну, в принципе, конечно, можно было догадаться. Вот. Но это рождала проблема. Пришлось заботиться о том, чтобы все эти переменные каждый раз инициализировать. Ну, собственно, после вот решения этих проблем у нас расширение заработало. Захотелось нам посмотреть, чего мы, собственно, добились в плане производительности. Ну и если мы возьмем за 100% нашу схему парсинга при помощи регулярных выражений, то при помощи расширения кажется, что мы в 2 раза получили выигрыш в скорости. В принципе, нас это устроило. Вот там, тем клиентам, чьи системы страдали от медленного парсинга, мы это дело установили. Там в некоторых случаях оно еще и больше дает прирост производительности. Ну и, в общем, на этом остановились. Хотя, в принципе, можно было дальше оптимизировать еще саму структуру расширения внутри. Ну, понятно, что все это не оптимально, да, то есть мы попытались, если своими именами называть вещи, да, то один костыль залепили при помощи другого. Вот. Соответственно, когда мы стали заниматься разработкой нового движка, взамен вот того стал вопрос, что там использовать в плане шаблонизатора. Провели эксперимент, взяли вот те же самые шаблоны, на которых я мерил производительность расширения, и померили производительность при помощи XSLT, ну и при помощи компилирующего шаблонизатора, да, то есть парсинг при помощи чистого PHP.
Ну и XML, XSFT, как видно, с таблички дает где-то в 3 раза лучшую производительность, чем парсер на регулярках. Вот. Ну а чистый PHP, конечно, побеждает с титаническим отрывом и, в общем-то, никто не конкурент. Ну, собственно, наши работы по старому движку на этом были завершены. Вот. А в новом продукте мы решили использовать все-таки XSLT. Значит, почему мы так решили? Ну, во-первых, все-таки это стандарт какой-никакой. Да, есть люди, которые с ним знакомы, которые его где-то уже использовали, и, наверное, будет приятно работать с ним и здесь. В принципе, это имеет преимущество по сравнению с каким-то собственным эксклюзивным решением. Ну, а вот то расширение, о котором я рассказал, оно нам помогло улучшить производительность старых систем, которые мы до сих пор поддерживаем. Ну, а еще в порядке морального удовлетворения мы теперь знаем, как, если нам захочется, написать на PHP asm move xpx. Ну и вообще можно писать на самом деле все, что угодно, и подключать это к PHP. Ну, собственно, весь этот текст опубликован в ЖЖшечке, и там же есть обсуждение. У кого возникли ко мне приватные вопросы, то можно их там задать. Спасибо. Если у кого-то возникли прямо сейчас вопросы, которые можно задать лично, с удовольствием отвечу. то можно их задать. Да, если бы речь шла о сайтах, то, конечно, так бы и было. Вот, но здесь у нас фактически вот те проекты, на которых мы столкнулись с производительностью, это были не сайты, это были CRM-системы. Вот. И там понятно, что кэшировать ничего нельзя, потому что данные меняются каждую секунду, и в общем надо сказать правильно. Какой движок вы перешли? Ну, мы в итоге написали очередную версию своего собственного движка, но от шаблонизатора мы все-таки от кастомного ушли в пользу XSLT. А если PHP так хорош, почему не на нем? Вы имеете в виду чистый PHP, да? Ну, это уже вопрос философский, да? Вот, мне просто дико не нравится лично сам вид вот этого шаблона, когда у нас есть HTML теги, у них там вот PHP, там вот циклы if, все это с трудом читаемо. То есть вот чем нам нравился наш старый шаблонизатор, он очень лаконичный, шаблон простой и понятный. У нас там есть чудесный редактор для него с синтезиса. Вот. Все это просто и удобно. Если мы начинаем пихать в HTML циклы на PHP, ну, как бы вся эта простота и понятность, она есть. Возникает согласно пихать не только циклы на PHP, где приходилось с такими проектами, это превращается в верничку. Превращается, да, в совершенно типично. Еще вопросы? Можно тогда я один вопрос уточню, перекликаясь с вашим move AX VX. Тут буквально за несколько докладов перед вами выступал Яндекс, у которого, как известно, есть замечательный движок для регулярных выражений, который там совпадение 5 циферными инструкциями делает. А как в итоге вы внутри у себя вот этот шаблонизатор-то реализовали? То есть вы рассказали хорошо и много про то, как вы его строили в инфраструктуру интерпретатора, за счет чего добилось, помимо того, что это был просто C++, за счет чего было достигнуто эти 53%? Ну, естественно, мы не ставили себе амбициозной задачи написать собственный парсер регулярных выражений, да, потому что это бессмысленно. На самом деле тут синтаксис нашего организатора совершенно конечен, то есть там буквально 8 управляющих тегов и достаточно просто их написать. Вот, таким совершенно линейным ходом. Конечный автомат фактически. Ну, да. Ничего интересного там нет. Я старался докладить такие общественно полезные вещи. В принципе, если кому интересен этот листинг или интересно само расширение, как это вообще писать, ну, вы можете мне написать, я поделюсь, это не проблема. А шаблонизатор на JavaScript на клиент-сайде для вас не был прям? Вот, есть некоторые проекты, где мы использовали такое, да. То есть, например, в каких-нибудь системах построения отчетности, там, да, удобно передать массив и на клиент-сайт, значит, его превратить в табличку, например, потом ее сортировать, да, это выход. Но, как сказать, в каких-то конкретных ограниченных случаях. У меня как раз опыт скорее диаметрально противоположный, поскольку пишем тяжелые приложения на JavaScript, но дата-центрик JavaScript
позволяет шаблонизацию привязывать при помощи паттернов человеческих, в частности, вот всем нравится. Вот, и там шаблонизатор выглядит просто иначе, там нет ни тегов этих, ни циклов вот таких. Ну это понятно, да, в принципе, видели мы JavaScript шаблонизаторы, даже их использовали, вот, но там еще есть тоже, конечно, моменты с производительностью связанные. То есть если мы строим какой-нибудь список, там, не знаю, 100 000 записей, да, то понятно, что браузер просто загнется и получится. Наверное, так не надо делать, наверное, его надо делать в пейджинге. Вот поэтому так и не сильно. Ну, на Яксе тогда у вас, скорее всего, будет перегрузка, да? Ну да.